Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал для вас лучшие микрофоны для стримов и подкастов, актуальные к покупке в 2025 году. В подборке есть 5 моделей под разные бюджеты и задачи, от простых USB-микрофонов для начинающих в своем деле до профессиональных XLR-устройств с крутым звучанием и тонкой настройкой голоса. Если хотите, чтобы голос на стриме или в подкасте звучал чисто, разборчиво и приятно, этот топ поможет выбрать подходящий микрофон. В процессе обзора каждого участника мы будем смотреть на тип подключения, диаграмму направленности, комплектацию, отличия от конкурентов и другие детали. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 5-е место поставил HyperX Quadcast S. Этот микрофон для тех, кто не хочет разбираться в графиках АЧХ, подбирать звуковую карту и копаться в настройках. Один конец провода в микрофон, другой в ПК, и все сразу работает. Уже в таком виде он передает голос чисто, без явных искажений и сразу готов к стримам, подкастам и созвонам. Особенность квадкаста — 4 диаграммы направленности: кардиоидная, стерео, всенаправленная и двунаправленная. Они позволяют подстроить микрофон под любые задачи. Говорите ли вы в одиночку, обсуждаете что-то вдвоем на подкасте или записываете комментарии окружения на стриме. Всегда можно выбрать нужный режим, выделенный под это дело кнопкой. Если вас не интересует такой набор, можете рассмотреть HyperX Duocast. Он просто всенаправленный, подойдет для записи подкастов или одиночных стримов с приятным голосом. Он и по цене выходит немного дешевле. С Quadcast голос передается чисто, внятно, а встроенный поп-фильтр убирает всякие лишние звуки без дополнительного навесного оборудования. Из минусов — высокая чувствительность ко всем звукам вокруг. Микрофон захватит и голос, и шум ПК, и кота, требующего ужин. Для шумных помещений такое не пойдет. По внешней части HyperX Quadcast S особым качеством материалов не выделяется. Весит всего 254 грамма. Комплектация тоже не богатая, точнее никакая. Один лишь микрофон с кабелем для подключения и простая стойка. Что-то более, пантограф или еще какие-то девайсы, нужно докупать самому. Но из необычного есть двухзонная RGB подсветка. На стриме микрофон будет выглядеть эффектно. Из более полезного есть кнопки управления, сенсорная кнопка выключения звука, колесо регулировки чувствительности, переключатель режимов направленности и мини-джек 3,5 мм для проводных наушников. Так что под рукой есть все основные кнопки, далеко тянуться не придется. 4-е место занимает Rode PodMic. Это микрофон либо для тех, кто в теме, либо для тех, кто хочет купить что-то функциональнее с более детализированными настройками, чем обычный USB-микрофон. Rode PodMic динамического типа, то есть просто подключить к ПК по USB не получится. Тут для подключения используется XLR разъем, который нужно подсоединить в аудиоинтерфейс или звуковую карту с фантомным питанием, которые тоже стоят приличных денег. Причем самый бюджетный интерфейс не подойдет, иначе звук будет тихим, а если выкручивать усиление, появится лишний шум. В общем, это не plug-and-play из коробки. Но взамен PodMic дает глубокий, чистый звук с хорошей разборчивостью голоса, который приятно слушать. Имейте в виду, что он кардиоидный, то есть микрофон воспринимает звук спереди, слева и справа, сзади почти нет. Поэтому в микрофон лучше говорить прямо, впрочем, что и нужно для наших задач. Фоновые шумы почти не попадают в запись, так что соседи с перфоратором не будут звучать как спецэффекты в подкасте. Внешнего поп-фильтра для улучшения качества голоса нет, но есть встроенный. С ним микрофон делает запись чище, избавляясь от взрывных Б и П или шипящих СШ. Корпус микрофона металлический, ощущается надежно, весит почти килограмм, так что на легкую стойку ставить его — риск превратить все в падающий микрофонный монумент. На корпусе нет никаких кнопок и крутилок для регулировки чувствительности, громкости и мута. Все это кому-то может быть неудобным. Еще в комплектации нет никаких девайсов для крепежа. Если захотите, можете докупить хорошую треногу, а можете и на фирменный пантограф или стойку повесить. Есть модели Rode PSA-1, DS или PSA-1+.
Как видите, микрофон непростой, особенно в качестве первого. Поэтому, если не уверены в своих силах, лучше взять что-то USB-шное. Если прошлые HyperX вам не зашли, из разряда Rode могу предложить Rode NT USB Mini. Очень схожий с PodMic, но без возни с аудиоинтерфейсами. Тут просто можно подключиться к ПК по USB и пользоваться. Тройку лидеров открывает Audio-Technica AT2020. Легенда студийных микрофонов. Это тот самый микрофон, который можно встретить в половине любительских студий. Он давно уже стал эталоном среди бюджетных конденсаторных моделей и до сих пор держит свою репутацию. Чистый звук, надежная сборка, минимум лишних функций, только качественная запись голоса. Кстати, еще это самая бюджетная модель в рейтинге. Поэтому при минимальном бюджете, если вам нужен только микрофон, можете рассмотреть такой вариант. Хотя без вложений, само собой, не обойдется. Тут сразу берем ЦАП или какой-нибудь аудиоинтерфейс для подключения по XLR. В список дополнительных покупок добавляем сам XLR-кабель для подключения, поп-фильтр и какую-нибудь треногу или пантограф, чтобы как-то этот микрофон поставить. Учитывая популярность этого микрофона, проблем с наличием девайсов не будет. По итогу не придется докупать только адаптер 5/8 и держатель для стойки. Это идет в комплекте. И вот под ключ выходит, конечно, не так дешево, как хотелось бы, но денег вы все равно потратите меньше, чем если купить микрофон сразу со всеми приблудами из коробки. По качеству записи особых претензий нет. Микрофон кардиоидный, его в основном берут для студийных задач. В более-менее тихом помещении он качественно передает чистый детализированный голос без цифровых обработок. Внешне AT2020 прост, корпус из металла, весит 354 грамма. Никаких кнопок и крутилок нет. В руках он ощущается хорошо собранным, выдержит даже какие-нибудь небрежные моменты. А для транспортировки в комплекте есть защитный чехол. На втором месте Elgato Wave 3. Это очень популярный микрофон среди стримеров, ютуберов и подкастеров, которые не хотят возиться с настройками звуковой карты и подключением через XLR. Elgato динамический, просто втыкаете USB и вперед, без всяких сложностей. А всякие настройки и микширование можно провести в фирменном приложении WaveLink. Микрофон с кардиоидной диаграммой направленности. Звучит чисто, ярко и детализированно, особенно в верхних частотах. Это значит, что ваш голос будет звучать четко, разборчиво и звонко, даже если у вас невнятная дикция. Средние частоты выражены естественно, без искусственного подчеркивания. А вот низкие частоты немного приглушены, так что голос может казаться не таким насыщенным и глубоким, как у конденсаторных микрофонов. Одна из фишек Elgato Wave 3 – это технология ClipGuard. Если коротко, она спасает уши ваших зрителей, когда вы внезапно заорали на тиммейта или испугались скримера в хорроре. Работает так: если вы говорите тихо, микрофон пишет звук в стандартном режиме. Но как только уровень сигнала подскакивает выше нормы, система мгновенно переключает звук на обработанный канал с пониженной громкостью. В итоге в наушниках и записях не будет противного хрипа, треска и искажений. Из приятного микрофон комплектуется хотя бы какой-то стойкой. Она металлическая, устойчивая. Сам микрофон тоже внушает доверие, хоть и весит всего 280 грамм. Но сборка хорошая, пластик плотный, не скрипит и не дешевит микрофон. Из удобств на передней панели есть сенсорная кнопка для мута и регулятор микширования. Сзади, помимо USB-C для подключения к ПК, имеется еще мини-джек с поддержкой высокоомных наушников. Топ-1 Shure SM7B. Такая же бессмертная классика, как и Audio-Technica AT2020. Его можно услышать на радио, в подкастах, на ютубе и даже в профессиональных музыкальных студиях. В него говорили и продолжают говорить известные ведущие, певцы и стримеры. При этом это самый дорогой микрофон в рейтинге. Сразу оговорюсь, это инструмент, который требует крупных вложений в звуковуху, дополнительные девайсы и кабели. Без качественного оборудования он будет звучать тихо и глухо, так что придется докупать предусилитель типа Cloud Filter или Fathead. Штучки не дешевые. Shure SM7B динамически с кардиоидной диаграммой направленности, а значит, он захватывает звук плотно и направленно, не подбирая кучу лишних шумов. Голос в записи получается глубокий, насыщенный, с приятной теплотой. Если Elgato Wave 3 это чистый и звонкий звук, то Shure SM7B это плотный и бархатистый голос, который звучит дорого и профессионально. В комплекте к микрофону не идет ничего особенного, только ветрозащитный экран, крепежная скоба и защитная крышка переключателей. На корпусе есть переключатель частот. Его используют для ослабления низких и усиления средних частот. Внешний микрофон строгий, крепкий, весит целых 765 грамм. На такой не скажешь, что где-то сэкономили. Shure SM7B это топовый микрофон, но он не для всех.
Если вы не хотите заморачиваться с аудиоинтерфейсами и предусилителями, он может оказаться слишком сложным. Но если вы хотите максимально профессиональный звук и готовы инвестировать, Shure того стоит. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.